Так, все, мы выходим на трейл. Идем на трейл, да, Сашка? Итак, для трейла мы обязательно сегодня одели hiking shoes. Hiking shoes. Обязательно для трейла, потому что дорога тут глинистая, мокрая. И очень легко можно упасть. Идем, Сашка? Вот еще можно было найти. Вот, смотри. Вот один. Вот один, а вот второй. Ага. Угу. Вот. Это желтый. Вот эти кубики. Мы пойдем по желтому или пойдем по прямой туда? Мне кажется, желтый будет интереснее, да? Да. Пошли по желтому трейлу. Первая отметка. Вот. Сейчас мы пойдем по желтому трейлу и покажем, какая сложность этого пути. Мне кажется, не особо сложно. Немножко интереснее, чем идти просто по дороге, по прямой. Но надо смотреть все равно под ноги, потому что встречаются камни, а после дождя они могут быть еще и скользкими. Ну что, пока осень еще на месте, еще можно походить, погулять. Обычно на зиму запрещено уже гулять по этим трейлам, потому что они опасные, скользкие, мокрые. У нас сегодня 27 ноября, на улице плюс 15, и можно спокойно идти в лес. И буквально через неделю уже наступит зима. Я очень люблю лес, особенно в такой поздней осенью. Он уже, во-первых, просматривается хорошо, потому что я боюсь потеряться в лесу. Я тот человек, который любит ходить в лес, но очень боится потеряться в лесу. Странно, Сашка? Да. Ну вот, это про меня. А еще почему сегодня мы сбежали из дома? И вообще, почему мы гуляем в будний день, в пятницу? И что тебе говорит твоя карта? Моя карта говорит... Ага, вот туда. Вот этот кусочек, наверное, да, подъем чуть-чуть? Ну, я думаю, значит, Да. мы шли вот туда, значит... Да, вот это, наверное... Вот это вот сюда. Да. Туда ж нету этой. Хорошо, Александр. Итак, я не договорила, почему же сегодня в будний день мы гуляем. Итак, рассказываю страшную историю. Вчера был четверг. Сашка, не икай. Вчера был четверг, 26 ноября. А в Соединенных Штатах в этот день празднуют Thanksgiving Day. Соответственно, все везде не работает. Выходной день. Все люди сидят по домам и празднуют День Благодарения со своей семьей. Да, Сашка? И по традиции на следующий день, после Дня Благодарения, наступает какой день, Сашка? Black Friday. Black Friday! Да, сегодня Black Friday. Обычно этот день не выходной. В прошлом году это был рабочий день, я как помню, потому что у Александра совпал этот день. У Александра был день рождения в прошлом году, как раз на Black Friday. Вот такое вот совпадение. Ну и, соответственно, он в прошлом году был в школе в этот день. А в этом году нам дали выходной, поэтому мы все дружно гуляем в лесу. Hello. Hi. Hello. А тепло, да? Конечно. У меня скоро день рождения. И сколько тебе будет? 9. 9? Ну ты уже совсем-совсем большой мальчик. Вот. Что же из себя представляет Black Friday? Традиционно многие бренды и торговые марки предоставляют гигантские скидки. Но последнее время
Black Friday стала представлять из себя как таковую распродажу, как по мне, не совсем ходовых товаров. То есть торговцы пытаются сбыть в этот день все, что они могут сбыть. А хороший такой трейл, да, Саша, каменистый. Люди идут по нему. Как идут? Они идут по нему сверху вниз, а мы по нему снизу вверх. Я надеюсь, что возвращаться... Кстати, а на возврат у нас какая? Не, на возврат у нас белая дорога. Я думаю, по белой спускаться будет приятнее, да? И здесь будет. Для меня лучше вертикальные подъемы, чем вертикальные спуски. Да, тут такой подъемчик, ничего себе. А желтая тут не такая уж и простая. Желтая вся камни. Не коряги, а камни. Я думаю, как это папа будет ехать на этой тропинке. Да по этой ездить нехорошо тоже. Вверх, мне кажется, вообще по камням не подняться. Так вот, вернемся опять к нашей беседе «Черная пятница». Я надеюсь, что это название не несет в себе ничего плохого. Вот. Мы уже отказались от идеи пользоваться скидками на Black Friday. Нам не хочется покупать все, потому что там очень длинные очереди. Да, кстати, история про Black Friday прошлого года. Так как он совпал с днем рождения моего сына, а я, как всегда, в последний момент вспомнила, что мне не хватает каких-то предметов для того, чтобы передать в школу угощения для детей в этот день, я, конечно же, в 7:30 утра поехала в ближайший Walmart за такими мелочами, как салфетки, что там, стаканчики или еще что-то. Ну, какие-то мелочи, одноразовая посуда какая-то. Так вот, приехав в 7:30 утра, я обнаружила, что магазин уже где-то на четверть забит людьми. Обычно, в такое время никого нет. Вот вообще пусто в магазине. А я как-то совсем забыла. Ты посмотри, желтое переходит уже в синюю. Вот это оно, вот этот гигантский подъем на вот этот хребет. Ничего себе. По-моему, нехилый подъем. Да, Александр? Так, все становится вертикальнее, а теперь мне уже даже немножко страшновато. Нет, Саша, показывать желтую вниз. Мы не пойдем по синей, потому что я в гору не полезу. Палок нет. И плюс я одна с тобой. Мне немножко страшновато. Когда я оказалась в магазине, я была неприятно удивлена, что там было уже достаточно много людей. Купив все, что мне надо, расплатившись на кассе и быстренько справившись со своими делами, я прикатила домой. Ну как я была удивлена, когда я пересматривала все свои покупки, что у меня как раз не хватило, наверное, четверти покупки. Конечно, я возмущена была, так как все было оплачено. Соответственно, я вернулась в магазин опять. Забрать те предметы, которые мне продавец не положил в сумку, скажем так. Я просто была в шоке от того, какое количество людей было буквально через полчаса. И потом до меня дошло, до вот моей деревянной башки, что в этот день был Black Friday. И я думаю, о боже, мне нужны какие-то мелочи. Уверена ли я, что я хочу именно опять отстоять очередь для того, чтобы это все взять? Я подошла, соответственно, к продавцу и пожаловалась, мол, так-то и так-то, где мои товары, которые я купила. Продавец на меня такими жалобными глазами смотрит и говорит: девочка, у тебя есть чек, пойди просто с полки, возьми все, что тебе надо, и уходи отсюда. Потому что чем, так вот разбираться о том, что они мои товары кинули обратно на полку на общую сумму, там что-то до $10, может меньше. Они просто кинули вот мой мешок, то есть кинули куда-то то, что я купила, и все, чтобы не разбираться.
Мне, конечно, пришлось опять пробежаться по всем рядам. Ну и, соответственно, к моему удивлению, никто меня не проверял, ничего не говорил предоставлять. Просто мне сказали, иди уже ты со своими товарами и не создавай толкучки. Вот. Так вот, бедные продавцы в этот день, мне реально их жалко. Обслужить просто ненормальное количество покупателей, многие из которых, ну, у меня такое ощущение, что на Black Friday в магазин идут люди, готовые в некотором смысле сражаться. Сражаться за какой-то предмет. Поэтому, если у вас нет острой нужды в покупке чего-либо, если вам действительно что-то прям вот очень сильно надо, и вам надо присутствовать при покупке, вы, конечно, это можете сделать. Но я уже зареклась. На Black Friday я не собираюсь идти ни в один магазин, толкаться ни в одной толпе. Дело в абсолютно не в том, что я не люблю скидки или еще что-то. Ну, мне кажется, здоровье и время, и психологическое здоровье, и физическое здоровье гораздо важнее толкания в магазине за какой-нибудь товар с 20-30% скидкой. Оно того не стоит. Да, Сашка? Аккуратненько. Только не прыгай, ты же знаешь, что надо аккуратно сойти. Ползем обратно. Желтая такая извивающаяся классная тропа. Да, Сашка? Сложность идеальная с ребенком. Абсолютно не напрягает нас. Так вот, если вы такой же ненормальный человек, как и я, то на Black Friday мы ходим не в магазин, а в горы, да, Саш? Так, желтый. Ага, смотри, у меня говорит, вы туда идти. Проходи вперед. Видишь? Я сначала подумала наверх идти, а он говорит, нет. Все, мы решили теперь пойти по белой, по более простой, потому что тут именно переход через гору к озеру. Я не знаю, озеро расположено за горой. И как мы там пойдем, интересно, да? Я думаю, что мы перейдем в гору и после заметим. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, да? Угу. И чё? Где у них White Trail через гору? Туннель, что ли? Они для нас туннель пророют, нет? Какая жалость. Ну что ж такое, сегодня ни одной зверушки нету. Даже не видели чипманков. Даже ни одного чипманка. Чипманк — это товарищи бурундучки. Мы их еще называем Чип и Дейл. Чипманк. Какой-то звук был, как будто дятел стучал. Думала, хоть птичку какую-то замечу. Такой фитнес для конечностей. Икры сейчас перегреются и лопнут. Смотри, что они его боком пришпилили. Я думаю, что кто-то повернул. Очень сложно. Очень сложный трейл? Ага. Так это всего white. Ага. Это белое. А белый даже сложнее, чем желтое. Слушай, ну никто ж нас не побьет, и мы остановимся, отдохнем. Сюда ко мне. Бегом. Сюда. Вот это правильный велосипедист. Очень классная палка. Да. Надо было все-таки палки взять. Потому что в некоторых местах все-таки подпорка бы не мешала. Да, Сашка? Ну, тебе повезло. Вот белый, не менее безопасный, вот белый трейл. Белый трейл
то он такой же опасный, он еще и вниз прям такой. Но синий трейл немножко не... Но синий обычно должен быть тяжелее. Вот. Та повыше, Ну, хорошо. а вот это пониже. Махнулись палками, не глядя. Я погорячилась, когда сказала, палки не нужны. Пологие подъемы. А нет уж. Я обманулась. Самому себя. Сама себя обманула, да? Так, Сашка, прям вот почти на горе, Да. почти на перевале. Мы должны дойти до самого конца. Мы должны. А дальше нам будет терпеть. Я не знаю, как там спуск вниз, есть ли он вообще, существует ли он вообще. Так. Итак, спускаемся сейчас вниз к озеру. Тут надо быть очень аккуратным. Спуск такой достаточно опасный. В некотором смысле даже очень такой экстремальный слегка. Но все равно пойдем вниз чуть ли. Что? А? Это non-color trail. Ну и что, мы ж не пойдем дальше. Мы вниз к озеру спустимся. Drinking water. Значит, можно эту воду. Drinking water? Это что там внизу? Ну слушай, я не знаю, туда идти или не идти, там непонятно. Пошли вот Нет, туда. туда. Пошли. Она говорит, что там drinking water. Не знаю, что это drinking water. The water drinking itself? Там столик есть, тут можно даже... А, это какой-то camping area. Вполне возможно, что может быть и кемпинг area. Вон там какой-то домик тоже. Может, Что это за- обойдем его? Что это за заведение? 22-26. Да, это колонка, Саша. Вот эта штука называется колонка. Да докачивай, давай. Еще. Во, давай, пошла вода, давай. Ну что, спускаемся ниже. Да. Попробуем ниже. Если есть где подойти, подойдем, посмотрим. Нет, так нет. Вернемся обратно. Вот. Я думаю, что мы туда спускаться далеко не будем. Мы просто покажем вот прямо отсюда. Мы вышли прямо на берег. Ну, я думаю, далеко ходить никуда не надо. Посмотри, Сашка, как красиво. Так, сейчас попробуем по синей. Надеюсь, сил хватит у нас по синей проковыряться. Ну ничего, по синей, я не надеюсь, там сильных подъемов нигде не будет. По синей как бы вниз ничего. Ну, в данном случае она более пологая. Мы по белой шли, прям вертикальная она была. Ну, прямая. Как будто как по стене. А синяя ничего в данном случае. Ну, тут такие трейлы простые. Я имею в виду, что они не сильно закручены. Я не очень люблю какие-то леса, где очень много трейлов, и они очень сильно спутаны. Где? Они типа пошли я- сначала вот сюда, позже вот сюда. Да, я боюсь. Позже вот сюда. Я боюсь потеряться на таких трейлах немножко. Ну, этот трейл, я что ли, примитивный там. Ты помнишь, когда мы ходили, мы ходили
Ага, синяя перейдет в нашу оранжевую, Саша. Тут вообще нечего бояться. Вот Ага. синяя где-то перейдет в нашу оранжевую, видишь? Не оранжевый, а желтый. А, ну да, желтый. А, ну да, мы ж по желтой шли. Ты оранжевый отбила. Да.